Всем привет из Филиппин, с острова Бантаян. Этот небольшой остров знаменит своими белоснежными пляжами и привлекает любителей спокойного пляжного отдыха. Расположен он к западу от северной части острова Себу и в диаметре составляет всего 50 километров. В этом видео я попытаюсь взглянуть на остров не только глазами туриста, посетив пляжи и посидев в кафешках, но и попробую взглянуть на остров глазами экспата, чтобы понять, насколько он будет интересен и комфортабелен для среднесрочной и долгосрочной остановки тут. Я побываю в 3 основных городах острова: в туристическом Санта-Фе с его белоснежными пляжами, кафешками и барами, в портовом одноименном с островом городе Бантаян и в провинциальном рыбацком городе Мадри-де-Хёс. Чтобы добраться до острова Бантаян в городе Себу на северном автовокзале, который North Bus Terminal, я сел в автобус до города Хагная. Путь составил несколько часов, а по стоимости поездка обошлась в 200 песо. В порту города Хагная нужно сесть на паром до острова Бантаян. Билет на паром стоит около 300 песо, и плыть до острова он будет несколько часов. Корабль, конечно, очень напоминал армейские казармы со всеми этими двухуровневыми лежачими местами. Тут же работал небольшой магазинчик со снеками и лапшой быстрого приготовления. По пути до острова началась сильная гроза, и оглушающий гром яростно предшествовал ярким молниям, бьющим с хмурого неба то тут, то там, прямо в океан. Иногда мне казалось, что вот уже следующая молния ударит прямо в наш корабль. Но все обошлось, и через какое-то время, уже ближе к вечеру, наш корабль причалил в порту города Санта-Фе. Еще заранее на сайте trip.com я арендовал комнату в отеле на 2 ночи. Эта крошечная комната обошлась мне в 850 песо за ночь. И если честно, мне она не очень понравилась. Было очень душно, отсутствовал кондиционер, а вентилятор не справлялся со своей задачей. Основная туристическая деятельность острова Бантаян сосредоточена вокруг города Санта-Фе. В округе прекрасные белоснежные пляжи, а в самом городе достаточно развитая туристическая инфраструктура. Тут много отелей, баров и ресторанов. Местные жители города Санта-Фе в основном заняты в туристической сфере, в то время как жители других областей острова в основном занимаются ловлей рыбы и морепродуктов. На следующее утро, после того, как я приехал на остров, я решил лично взглянуть на те самые пляжи острова Бантаян, о которых я слышал от местных жителей и фото которых видел в интернете. Прямо в центре города я вышел к воде и просто побрел вдоль пляжа. Этим утром был сильный отлив, который обнажил обширную часть прибрежного дна. Первым пляжем на моем пути был городской пляж Кота-Бич. Этот широкий песчаный пляж находится прямо на изгибе острова. Было еще совсем рано, поэтому отдыхающих тут сейчас практически и не было. А значит, и не было вездесущих продавцов жемчуга и уличной еды. А еще картину немного портил отлив. Зато в это время тут мне удалось застать рыбаков, возвращающихся с утренним уловом. Кота-Бич плавно перетекал в следующий пляж, Шугар-Бич, мало чем отличающийся от предыдущего. Все тот же широкий песчаный пляж, но тут, как мне показалось, больше пальм, под которыми можно укрыться от палящего солнца, и резортов, которые тут сменяли друг друга один за другим, предлагая пляжный отдых приезжающим. Я продолжал идти вдоль береговой линии под набирающим силу солнцем и даже как-то не заметил, как песчаный пляж сменился каменистым. Тут моими спутниками стали не пальмы, а пористая вулканическая порода, образующая в этом месте причудливые формы узоры. Линия суши между морем и скалой стала совсем узкой. От былого широкого песчаного пляжа не осталось и следа. И мне стало казаться, что я попал на планету Пандора.
Камера, наверное, этого передать не сможет, но всегда, где вулканические утесы соприкасаются с океаном, в этих местах всегда потрясающе красиво. Засмотревшись на красоту утесов, я не заметил змею, запутавшуюся в рыбацких сетях. Я не знал, жива она или нет, а поэтому приближался с осторожностью. Ведь этот вид морских змей один из самых ядовитых в мире. Но змея уже давно была мертва. Hi. Hello. Непонятно, что они там увидели. Сейчас 9 утра, отлив, вода ушла достаточно далеко, поэтому нету препятствий для того, чтобы просто идти вдоль пляжа. При высокой воде во время прилива здесь между этих утесов пройти будет нельзя, потому что вода поднимется достаточно далеко. Я шел вдоль вулканического ландшафта под палящим утренним солнцем, а приливная вода оставляла все меньше и меньше возможностей пройти здесь, не замочив ноги. Стоило бы мне замешкаться, и пройти здесь уже было бы нельзя. Но через какое-то время мне удалось выйти на пляж Сандыра-Бич, он же Парадайз-Бич. Я сейчас на Парадайз-Бич, и в моем топе пляжей Санта-Фе этот пока на первом месте. Это, наверное, один из самых красивых пляжей, которые я когда-либо видел на Филиппинах. И пусть он не такой уж и широкий, именно его сочетание с каменистыми утесами придает ему особый волшебный шарм. Тут я искупался и перевел дух, а после поднялся наверх и потихоньку пошел обратно в город, ведь вернуться тем же путем мне бы уже не удалось из-за прилива, который скрыл мою утреннюю тропу под водой. Оказывается, посещение пляжей стоит денег. Чтобы пройти, нужно заплатить входное фи, но мой маневр с отливом помог мне обойти все эти запреты. Одна из достопримечательностей острова, которая указана на всех картах, это руины. Я думал, это какие-то старые испанские развалины. А тут вот. Выглядит так, как будто просто чей-то дом развалился. После утренней прогулки по пляжам я вернулся в Санта-Фе. Тут я пообедал и немного остыл в кафешке, а после решил прогуляться по дневному городу. Мне хотелось взглянуть на городскую инфраструктуру и понять, подходит ли Санта-Фе для оседлой жизни тут. Я посетил городской рынок. How much scallops? 35. 35? And small one? In one pack. And this one is 50 per kilo. This is 2 Ah, this is not kilo. This is half kilo. Ah, okay. Городской рынок простой, но в принципе все есть. И мясо, и рыба, и морепродукты. А некоторые виды морепродуктов очень даже дешевые здесь. Также в городе есть продуктовый магазин и сетевой мини-маркет с продуктами и товарами для дома. Санта-Фе, по сути, представляет из себя небольшой провинциальный филиппинский городок, но с активно развивающейся туристической инфраструктурой. Тут уже много пляжных резортов, а в самом городе много отелей и гестхаусов. Снять комнату на несколько дней или даже несколько недель за приемлемые деньги тут будет несложно. Мне также на улице попадались объявления об аренде домов на долгий срок, и несколько таких объявлений я видел в Facebook Marketplace. Поэтому я более чем уверен, что с арендой жилья в Санта-Фе проблем не будет. А еще остров Бантаян и Санта-Фе в частности славятся своими морепродуктами и особенно гребешками. Гребешки тут продаются везде. Свежие продаются на рынке. На пляже их продают всего за 35 песо уже отваренными. А в заведениях их подают запеченными с майонезно-чесночным соусом под сырной шапочкой всего за 200 песо. Это, скажу я вам, потрясающе вкусно. Как мне кажется, каждый второй житель Санта-Фе предлагает в аренду мотобайки. И это та отличительная черта его как туристического города по сравнению с другими.
Нельзя просто так взять и пройти по улице, чтобы 5-6 человек тебе не предложили взять в аренду мотобайк здесь. Но что меня порадовало как велосипедиста, это возможность арендовать велосипед. Кроме мотобайков, на улицах Санта-Фе уличные зазывалы постоянно норовили затащить меня в одно из бесчисленных тут кафе. А на пляже без конца атаковали продавцы сувениров и уличной еды. This is from the sea. Okay. No, I don't need, thank you. Oh, shark. This is shark tooth. Shark teeth? Yeah. How did you get shark teeth? Is shark still alive or no? Shark teeth, but shark teeth. Уже ближе к закату, когда приливная вода стала отвоевывать потерянные с утра территории, я вернулся на пляж Кота-Бич, чтобы попытаться впитать в себя вечернюю пляжную атмосферу города. В это время маленькие прибрежные бары начинают свою работу и создают особое туристическое настроение. Местные жители и приезжие приходят на пляж, чтобы встретить закат и расслабиться после жаркого дня. А после заката в центре Санта-Фе загораются огни заведений, заманивая туда приезжих. Тут есть целая туристическая улица, полностью состоящая из кафешек и ресторанов. Везде играет музыка, а пожилые иностранные экспаты начинают выползать из своих берлог и собираться в стае в любимых барах, чтобы за бутылочкой пива обсудить события очередного дня. А на них, как мухи на мед, начинают слетаться юные филиппинские барышни в коротких шортиках. Тут я даже увидел почасовой отель с сердечком на вывеске, что навевает на определенные мысли. Санта-Фе, который позиционируется как туристический городок, на самом деле пока далек от этого. Тут, как островки, кое-где возникают очаги туристической активности в виде баров с живой музыкой, пляжных кафешек и ресторанов. Но тут же эти островки туристической активности контрастируют с обычным, тихим, невзрачным филиппинским провинциальным городком. Большого количества туристов я здесь не увидел. В основном я наблюдал возрастных иностранных экспатов, либо живущих здесь, либо приехавших из Себу, что очень мне напомнило Думагете. По сути, именно на них и ориентирована большая часть заведений города. Но те, кто решит поселиться в Санта-Фе на долгий срок, должны принять, что тут нет крупных торговых центров, крупной больницы и прочих атрибутов городской инфраструктуры. Тут, на острове Бантаен, но в его нетуристической части, живет моя давняя знакомая вместе со своей дочкой. И на следующий день моего пребывания на острове мы договорились встретиться и посетить пещеру Актон Кейв, которая находится тут недалеко от Санта-Фе. Вокруг пещеры построили резорт с бассейном, где можно приятно провести день, что, собственно, мы и сделали. Еще рано утром в своем родном городе Мадридихес, который находится на противоположном от Санта-Фе конце острова, моя знакомая купила у рыбаков морепродукты. Например, крабы ей обошлись всего в 180 песо за килограмм, поэтому у нас был прекрасный обед из морепродуктов с видом на океан. А еще я исследовал ту самую пещеру. Не такая уж она большая и страшная, если честно. Уже во второй половине дня, проведя в резорте почти целый день и накупавшись в бассейне, я поехал исследовать следующий город острова Бантаен, который так и называется Бантаен. А моя подруга вернулась домой в свой родной Мадридихес, куда я также потом отправлюсь на следующий день. В город Бантаен я прибыл уже после обеда, и перед тем, как заселиться в номер отеля, немного прогулялся по городу. Сначала я посетил городской рынок. Как я понял, город Бантаен является центром рыбной ловли острова, а поэтому на местном рынке действительно большой выбор рыбы и морепродуктов. Mom, how much crabs like that? 350? Впрочем, овощи и мясо тут тоже продаются. А еще достопримечательностью города является отдельный рынок, посвященный только вяленой рыбе. После рынка я решил взглянуть на торговый центр. Тут есть достаточно крупный сетевой торговый центр. Крупная и по сути единственная больница на острове тоже находится тут, в городе Бантаен. Затем я прогулялся по набережной и заглянул в местный порт. Тут большая и очень длинная рыбацкая набережная, а в порту я стал свидетелем того, как местные рыбаки добывали съедобные морские водоросли.
Уже ближе к вечеру я заселился в отель. Этот номер мне обошелся в 900 филиппинских песо за ночь. Я переоделся и продолжил гулять по вечернему городу. Помимо рынка, набережной и торгового центра, в городе также есть небольшой парк. Я прошелся и по, так сказать, спальным районам, где, кстати, увидел пару объявлений об аренде домов. А это значит, что желающие поселиться тут на долгий срок смогут найти себе жилье. В необычной здесь красоты закатный час местные жители собираются на набережной. Кто-то гуляет и встречает закат, а кто-то проводит время в фудкортах с уличной едой, которые находятся тут же прямо на набережной. Не знаю почему, но здесь, в городе Бантаян, я себя ощущаю уютнее, чем в Санта-Фе. Здесь на улице нету стаек иностранных престарелых экспатов. В городе Бантаян ощущается более развитая инфраструктура. Тут есть парк, большой супермаркет и большой рынок с морепродуктами. А местные люди очень приветливые и вежливые. А еще тут большая и очень милая рыбацкая набережная. Но тут, что в принципе характерно для всех небольших нетуристических филиппинских городков, после заката абсолютно нечего делать. В отличие от Санта-Фе, где еще можно найти себе развлечения после 6 вечера. А еще тут нет пляжа, и за пляжным отдыхом придется ехать в Санта-Фе. А сам город мне показался каким-то сжатым, что ли. Набережная, парк и рынок находятся по сути в одном месте. А стоит отойти в сторону, и вы попадаете в тесные, спальные и, как мне показалось, бедные районы. Город Бантаян оставил у меня смешанные впечатления. И поэтому утром я отправился исследовать следующий город острова. Это город Мадридхёс, который находится в 15 километрах от города Бантаян. Это родной город девушки, с которой мы обедали днем ранее. Я попросил ее встретить меня и провести экскурсию по городу. Первым делом мы отправились посмотреть руины старого испанского форта. Этот форт был построен в 1790-е годы. Он служил сторожевой башней и убежищем для местных жителей во время нападения пиратов в те годы. Как гласит табличка, форт был построен из кораллов, песка, камней, яичной скорлупы, сахара и известняка. Вокруг руин построили небольшой парк, а береговую линию украшает набережная, из которой в сторону моря тянется длинный пешеходный мост, заканчивающийся смотровой площадкой. Отсюда можно взглянуть на пляжи города со стороны моря. Кстати, вот на этом пляже, где много лодок, утром предыдущего дня моя знакомая купила у рыбаков крабов, кальмаров и рыбу. Мне хотелось посмотреть, как тут живут простые люди, поэтому после посещения руин испанского форта я попросил отвезти меня туда, где живет моя знакомая. Мы поймали электровелотрицикл и поехали в другую часть города. What is your house? This one? Она стесняется приглашать в дом, потому что, говорит, они очень бедно живут. Каждый раз думаю, что вы плохо живете, посмотрите, как живут люди здесь и сравните. И подумайте о том, что гораздо большему числу людей хуже, чем вам сейчас. Я не твой папа. А еще тут тоже есть пляж. В этом районе иностранцы совсем редкие гости, и гуляя здесь, я непрерывно ощущал на себе десятки глаз. Местные люди то и дело улыбались и махали мне рукой. Hello. Интересно, какие вот у них перспективы родиться и всю жизнь прожить на маленьком острове, который всего 50 километров в диаметре. Всю свою жизнь они ловят рыбу и морепродукты на этом пляже, и при этом счастливые люди улыбаются, веселятся, хохочут, шутки шутят. А что им еще остается? Ехать в большой город? В большом городе на всех мест не хватит. Тут живут простые, доброжелательные и веселые люди, а их положение и совсем уж небольшой доход совершенно никак не смогли развить в них зависть и агрессию. И как мне кажется, нам стоит многому у них научиться. Только вот в таких местах вы сможете почувствовать, что значит настоящие Филиппины и настоящие филиппинцы.
Ну а дальше моя подруга предложила посетить еще одно интересное место, и чтобы туда добраться, мы поймали мототакси. Всего в нескольких километрах от города находится другая набережная, вдоль которой расположились незамысловатые, но определенно по-простому уютные пляжные кафе с разного рода барбекю и бары с караоке. Именно там мы решили поужинать, выпить по пиву и встретить закат. Заметив камеру у меня в руках, местные ребята, должно быть, подумали, что я какой-то важный блогер, и, предварительно смущенно попросив разрешения у моей подруги, один за другим стали фоткаться со мной, чем, если честно, по-моему, больше смутили меня самого. Мадрид-де-Хёс мне тоже очень понравился. Здесь я тоже почувствовал себя уютно. Здесь хорошие пляжи, но нет этого туристического лоска. Никто на каждом шагу не предлагает тебе купить сувениры или взять в аренду мотобайк. Я хотел остаться здесь с ночевкой, чтобы лучше впитать в себя атмосферу города, но не смог найти жилье на ночь. Здесь нет отелей. Да, здесь есть пару гестхаусов, но цена была завышена, поэтому решил приехать в город только на день, а вечером вернулся обратно в Бантаян. К сожалению, в городе Думагете, в котором я живу, закатного солнца увидеть нельзя, так как оно садится с противоположной стороны острова. И поэтому каждый раз в поездках я не перестаю любоваться невероятной красоты закатом на Филиппинах. После заката мы вернулись в центр, и каково же было мое удивление, когда город вовсе не собирался ложиться спать. В отличие от города Бантаян, где я гулял днем ранее, с наступлением темноты Мадрид-де-Хёс жил. Он жил ярмаркой с простенькими аттракционами для детей и азартными играми для тех, кто постарше. Жил рядами с разнообразной уличной едой и горожанами, гуляющими тут. Возможно, это связано с тем, что город готовился к предстоящей фиесте. How much it is? 89, also 89. Уже вечером я попрощался со своим гидом и на мототакси вернулся в город Бантаян, где у меня был забронирован номер отеля еще на одну ночь. Утром именно оттуда предстоял непростой путь домой, на остров Негрос. В Мадрид-де-Хёсе мне действительно очень понравилось. И пусть тут нет большого торгового центра, тут есть рынок и есть сетевой мини-маркет. А еще тут чудесные пляжи, набережные, парк, а город не такой сжатый, как предыдущие два, в которых я останавливался. Город живой, и тут я почувствовал особую атмосферу уюта. За целый день, что я тут пробыл, я не встретил ни одного иностранца. Единственное, мне на глаза ни разу не попадались объявления об аренде жилья, и таких объявлений я не нашел на Marketplace. А поэтому желающие тут поселиться могут столкнуться с трудностями поиска жилья на долгий срок. Но кто ищет, тот всегда найдет. Я думаю, если пообщаться с местными напрямую, этот вопрос вполне удастся решить. Домой я решил вернуться другим путем, минуя остров Себу. American? Oh, sir. What is your nationality? Russia. Russia. Put in pala po eh. Put in and put out. Каждое утро из порта в городе Бантаян ходит корабль на остров Негрос. Билет на корабль стоит 900 филиппинских песо, и прибывает он в порт города Кадис. Сначала все погрузились на маленькую лодочку, которая доставила пассажиров уже на основной корабль, пришвартованный в нескольких километрах. Видимо, для больших кораблей порт города Бантаян не подходит.
По прибытию на остров Негрос в порт города Кадис, я пешком дошел до автовокзала, и с пересадкой в городе Сан-Карлос мне предстоял многочасовой путь на автобусе до Думагеты. А вы хотели бы посетить остров Бантаян? Напишите в комментариях. Спасибо, что посмотрели это видео. Если нашли в нем что-нибудь полезное, то с вас лайк, комментарий и подписка на канал. Всем спасибо и всем мира! Большого скопления туристов я здесь не увидел. В основном я наблюдал уже высоковозрастных. В основном я наблюдал возрастных иностранных экспатов, либо живущих здесь, либо приехавших. Большого количества туристов я тут не увидел. В основном я наблюдал возрастных иностранных экспатов, либо живущих здесь, либо да не ешь, блядь. Я в Санта-Фе спустился на пляж и пошел вдул. Большого количества туристов я тут не увидел. В основном я наблюдал возрастных Большого количества туристов я тут не увидел. В основном я наблюдал возрастных иностранных. В основном я наблюдал возрастных иностранных экспатов, живущих либо здесь, либо приехавших. Большого количества туристов я тут не увидел. В основном я наблюдал возрастных Вся туристическая деятельность острова Бантаян сосредоточена вокруг городка Санта-Фе. В округе прекрасные белоснежные... Что ты... No, I have already.